Приглашаю сегодня прогуляться со мной от метро Арсенальная через Парк Славы, мимо музея Голодомора, музея военной техники и конечная точка Родина-Мать. Привет, это Ликивир. Сегодня мы гуляем на правом берегу Днепра. Вчера мы гуляли на левом, на Березняках. Я вам показывала рукой направление Лавры. Вот мы находимся возле нее. Сейчас подойдем ближе. Прогулка будет идти сквозь Парк Славы. И слева будет Лавра, потом Певчее поле, музей Отечественной войны и Родина-Мать, конечная точка. Идем, гуляем. Спустились на нижние террасы, уже немножко холодает. Мне здесь нравится посадка карликовых рябин. У нас был раньше красивейший вид на Днепр, но вот современная стройка немножко все подпортила. Спускаемся чуть-чуть ближе к воде, будет видно уже дорога с машинами. На нижних террасах не очень интересно. Здесь есть эсэсэровская площадка, но она такая страшненькая, я вам даже показывать не буду. Спуск в дороге есть, переход только делают, и лучше наблюдать за видом Днепра с верхних террас. Мемориал вечной славы с памятником неизвестному солдату. Мы находимся возле музея Голодомора Украины. Он так и называется, музей геноцида украинской нации. И я хочу отметить, что в наше школьное время, в СССРовское, в учебниках была написана дезинформация. Нам рассказывали, что 32-33 год – это год Голодомора и неурожая. И поэтому люди гибли, не было еды, не было хлеба и так далее. Но на самом деле это же все не так. Хлеб гнил просто в каких-то складских помещениях, в заброшенных старых церквях. Людей просто истребляли. Это было все при правлении Сталина. А в 2006 году уже Украина признала это время официально геноцидом, и в современных учебниках истории написана правда. Вот за моей спиной скульптура девочки, которая отображает, какое огромное количество людей, детей, погибло в это время. Вообще по разным источникам от 5 до 10 миллионов. За моей спиной находится здание, в нем музей Голодомора. Вход стоит 30 гривен, студентам 20. Обошли музей с другой стороны, здесь идет реконструкция, но мы можем прочитать на табличках краткую информацию о геноциде и как уничтожали украинскую нацию. Подняться по лесенке, мы окажемся на холме, который ведет нас непосредственно к обзору на Днепр. Батюшки, наверное. Одна в одну. Красота. О, боже, коллекция. Выставка современной техники украинской. Фотограф БМ-21. Здесь 40 ракет, которые выпускаются за 20 секунд. В кабине вмещается 3 человека. Развивает машина до 74 км в час. Объем двигателя 180 лошадиных сил. Дальность полета до цели от 3,5 до 42 тысяч метров. Здесь есть другие модели, но возле каждой стоять и рассказывать, это надо отдельный ролик снять. Так что мы пойдем
пока солнышко не село, по направлению к родине матери. Там еще будут несколько музеев с тяжелой военной техникой. Музей техники Второй мировой. Подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны. Это вот любимая моя скульптурная аллея. Настолько скульптор передал вот чувства людей. Вот сейчас я подойду ближе, посмотрите. Эмоции. Какие здесь эмоции вложены. Добрались мы до родины матери. Высотой она от постамента до конечной точки меча 102 метра. Весит она 450 тонн. И здесь сварочных швов 30 километров. Сталь запорожская. И варилась она из листов 50 на 50 в институте Батона. Больше каких-то исторических интересных фактов я не обнаружила. Проект переделывался несколько раз. То тут должны были быть фонтанчики, ручьи. Но потом это все менялось. Внутри находится музей. На данный момент можно подняться. В середине есть смотровая площадка. Что еще интересного? С другой стороны расположился какой-то коммерческий музей истории. Еще не ходили, не видели.